Задача. Определите длину поезда, движущихся равномерно по мосту длиной 630 метров со скоростью 18 км в час, если поезд проходит мост за 2,5 минуты. Итак, у нас условия. Длина моста, напишем L, равна, или лучше написать S, длина моста, это будет более наглядно. S равна 630 метров. Скорость поезда равна 18 км в час. Поезд проходит мост за 2,5 минуты. Нужно определить длину поезда. Или поезда знак вопроса. Давайте определим немножко картину происходящего, как будет выглядеть вся эта задача. Тут у нас есть мост. Нарисуем его вот так вот. И поезд. Длина моста указана S, 630 метров. И поезд, состоящий из многих вагонов, который идет. Вторую длина L. Мы определили. Знак вопроса. Для того, чтобы поезд полностью прошел по мосту, необходимо, чтобы он и последний вагон прошел по мосту. То есть начало движения его. Вот получается, подходит первый поезд или локомотив подошел к началу мосту. И это в начале. И теперь посмотрим, как будет выглядеть конечная стадия вот этого всего процесса. Мост у нас стоит вот здесь S. И тогда поезд должен находиться вот здесь. Находится этот поезд. Вот эта начальная точка вот этого локомотива должна быть аж вот здесь. Для того, чтобы полностью поезд прошел всей своей длиной через мост. Фактически локомотив, получается, для того, чтобы пройти через этот весь поезд прошел через мост, должен пройти вот это все расстояние. L и S вместе. Со скоростью 18 км в час. Путь, который проходит локомотив для того, чтобы пройти полностью мост со всей своей длиной, должен составлять из суммы двух расстояний. Это длина моста и длина самого локомотива. Можем написать таким образом, что вот этот полностью путь будет равен S плюс L. Вот длина, все расстояние, которое проходит локомотив для того, чтобы полностью пройти через мост всей длиной. А с другой стороны, все это будет равно его скорости умножить на время. Ну, теперь можно, время нам известно, скорость нам известна, что нам неизвестно? Ну, неизвестно L. Значит, L отсюда будет равна, длина для локомотива будет равна S. V умножить на T, мы перенесем туда значение S. V умножить на T минус S. Давайте посмотрим, что у нас тут интересного есть. S у нас длина в метрах, V у нас скорость в километрах в час и T время в минутах. Мы можем, в принципе, все это дело записать и посчитать. Ну, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. V подставляем 18 км в час. Давайте сначала переведем, а потом сделаем по другому принципу. Скорость V 18 км в час. Давайте переведем в метры в секунды, потому что длина моста у нас метр. 18 умножить на 1000 метров. Знаменатель, это мы километры переводим. Мы делим на 3600 секунд. Мы получаем 18 на 1000 метров делить на 3600 секунд. Сократим 2 нуля, сократим здесь на двоечку. Получается 10 делить на 2, итого скорость его будет 5 метров в секунду. 18 км в час это все равно, что 5 метров в секунду. И время t переведем. T равно 2,5 минуты. Умножим на 60, и в секундах это получается 150 секунд. Ну, теперь можем определить L равно из этих значений, которые мы получили, 5 метров в секунду на 150 секунд, получаем L равно V 5 метров в секунду умножить на 150 секунд минус 630 метров. То здесь получили секунды, сократили. 5 на 150 получаем 750 метров минус 630 метров равно 120 метров. То есть длина поезда будет равна 120 метров. Теперь давайте посмотрим, если просто поподставлять какие-то значения, которые не будем сразу переводить, просто другой метод. Мы уже ответ, как говорится, получили. Давайте посмотрим, как будет выглядеть все это по-другому, когда будем использовать просто их значением определения. Смотрите, что у нас получается. L равно V 18 километров в час, что множится на 2,5 минуты. Так. И отнять 630 метров.
равно. Работаем с этими всеми значениями, определениями, как с обычными дробями. Посмотрите. 18 километров и превращаем в метры. Вот они нам нужны, чтобы метры были. А часы давайте превратим в минуты. Тут же минуты у нас, и тут есть минуты. Вот 60 минут, смотрите. Множится на 2,5 минуты. И отнять 630 метров. Что мы получаем? Минута и минута сократилась. Получается таким образом, что вот здесь можно 0 сократить, так? 6 и 18. Можно сократить любую единичка, тут будет троечка. Что мы получили? Мы получили следующее. 3 на 100 и умножить на 2,5 метров. 3 умножить на 100 и умножить на 2,5. Останется только метры. Минус 630 метров. 3 на 100 – 300. Помножить на 2,5 метров. Минус 630 метров. Равно 300 на 2,5 – это 750 метров. Минус 630 метров. Равно 120 метров. Вот второй способ, который я просто показал, говорит о том, что можно вот с этими определениями, которые являются определениями скорости, часы и так далее, работать как и с обычными дробями. Вместо этих значений просто-напросто вот здесь вот поставили минуты, сократили, не переводили это даже в секунды. Тут мы перевели все как есть, и мы получили результат. А здесь мы не переводили, просто сократили то, что было. Если просто работать даже в таком плане можно это сделать. Метры получились, минуты сократились, а метры остались. Вот все. Все остальное это просто числа. Сократились и получили такой же точный результат. Длина поезда мы получили 120 метров.